Когда мы узнали, или хотя бы допустили, что после смерти наша жизнь не заканчивается и мы приходим сюда не один раз, то у нас тут же возникает множество вопросов. Например, почему мы отказываемся от памяти о наших прошлых воплощениях и о том мире, где живем между ними? Ведь так хочется понять, кто мы и зачем мы здесь. Получить подсказки, что делать и как вести себя в этой жизни. А ведь не всегда и далеко не все мы можем вспомнить через специальные практики. А есть ли судьба? Если да, то каковы ее границы? Можем ли мы что-то изменить, или же мы просто безвольные программы в написанной кем-то сложной игре? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно знать, какой путь проходят наши души. От подготовки к воплощению до возвращения назад и нового воплощения. Я получил эти знания от своей группы родственных душ, когда общался с ними во время внетелесных практик. На некоторые вопросы мне отвечали прямо, а на некоторые либо не отвечали, либо память об этом была намеренно для меня заблокирована, так как не все еще нам могут открыть. Кроме того, есть вещи, о которых не знают даже сами души, с которыми я общался. В таких случаях я включаю нашу с вами родную человеческую логику и делаю выводы, исходя из всего того, что я видел, слышал и ощущал. Подготовка к воплощению. Когда в мире душ мы готовимся к воплощению, для этого у нас есть очень много времени. Точнее, мы вообще в нем не ограничены. Никто там душу не подгоняет наподобие того, как это делают наши родители. «Ну что ты засиделась? Устройся уже на работу. Найди уже жилье. Когда замуж выйдешь? Когда детки? Часики-то тикают?» Нет. Там душа самостоятельно принимает решение, когда идти на воплощение и нужно ли это ей. Конечно же, это ей нужно. И дальше мы узнаем, почему. И вот когда душа сама понимает, что все-таки засиделась и созрела для нового воплощения, она не кидается сразу с небес на землю, а проходит серьезную подготовку, состоящую из нескольких этапов. Выбор опыта. В первую очередь душа решает, какой опыт ей нужно приобрести, чтобы проработать, проявить и раскрыть определенные качества и энергии. Например, у меня на протяжении нескольких жизней есть такая проблема, как вспыльчивость, импульсивность, поспешность в принятии решений. Так, в моей предпоследней жизни, где я был женщиной, я мог, хотя правильнее сказать могла, сидя за столом, прямо в присутствии гостей, запустить в своего мужа чайником. И вот с этим качеством моя душа до сих пор усиленно работает, так как в прошлых воплощениях это полноценно сделать не удалось. Выбор соратников. У каждой души есть своя родственная душа, вместе с которой она живет между воплощениями. Это примерно 10-15 душ. И с некоторыми из них вы отправляетесь на воплощение вместе. Это могут быть 2-3 души, 5, но бывает и так, что вы отправляетесь один. И тогда, к сожалению, весь путь придется пройти в одиночестве. А это значит, что у вас будет довольно тяжелая жизнь. Выбор сценария. Далее выбирается сценарий жизни в воплощении, который будет закручен на всех ваших соратников. Выбирается время, в которое вы будете воплощаться, и я не про то время, которое засекают в родильном отделении. Вы можете воплотиться в современное время, а можете на несколько десятилетий и даже столетий раньше или позже, если, например, нужный вам сценарий находится в прошлом или будущем.
Позже я объясню, что в мире душ нет линейности времени. Между ним и нашим миром существует колоссальный и непостижимый временной разрыв. Но не будем пока забегать вперед. Далее выбирается страна, в которой вы воплотитесь. Выбирается ваш пол, социальное положение, какая у вас будет генетика, состояние здоровья. Даже какие склонности вы приобретете. А как мы знаем, они очень много решают в нашей жизни. И вот весь этот солидный и судьбоносный пакет вы основательно обсуждаете вместе со своей родственной группой. Выбор тела. Когда все договоренности по сценарию ваших жизней достигнуты, вы выбираете себе тело. Нет такого, что вас ставит перед фактом, что вы будете только Васей или Машей. Вам предлагают несколько вариантов, которые лучше всего подходят именно для вашего сценария. Возможно, в крайнем случае бывает и один вариант, но лично мне о таком никогда не сообщали. Сонастройка с телом. Следующий серьезный этап – это сонастройка с будущим телом. Когда вы воплощаетесь, вы не впервые видите свое тело и чувствуете его энергетику. Нет, это тело вам показывается заранее. И не как набор фотографий или видеозаписей. Вам дается, скажем так, живая и реальная пятимерная модель, на которой вы учитесь всецело чувствовать свое тело. И не только на уровне эмбриона или когда ребенок рождается. Это тело вам показывается на всех этапах будущей жизни. Детства, юности, зрелости, старости и вплоть до смерти. Но и это еще не все. Вам также показывают ваши основные жизненные вехи, события, которые будут иметь важное значение, развилки вашей судьбы. Например, как вы встретите свою любовь или ситуации, которые вы должны избегать. И не только это. Вам показывают всю вашу жизнь. И вот, кстати, знаменитый эффект дежавю, который никто точно не может объяснить, на мой взгляд, связан как раз с этим. Я считаю, что это эхо того события, которое вы уже просматривали. И когда оно происходит в жизни, возникает сонастройка с памятью души, и вы абсолютно верно чувствуете, что это с вами вроде уже происходило. И если в вашей жизни случаются дежавю, то можно предположить, что ваша жизнь развивается по намеченному сценарию. Воплощение. Ну вот мы и подошли к финальному этапу – воплощению в тело. Душа соединяется с телом через нервную систему. Не через яйцеклетку или кровь, а именно нервную систему, включающую головной и спинной мозг. Я лично в этом постоянно убеждался во время внетелесных практик. Те вибрации, которые мы ощущаем перед выходом из тела, это реакции нервной системы на перестроение нашей души для выхода на более высокий уровень реальности, на более высокие вибрации. И вот когда эмбрион начинает обрастать нервной системой, тогда и происходит соединение. То есть не раньше 5-й недели беременности, когда начинается формирование головного и спинного мозга. Но это не происходит сразу. По мере развития эмбриона душа может уходить и приходить, постепенно сближаясь все плотнее. Это очень нежный и чувствительный процесс. И только с момента рождения душа уже постоянно находится в теле. Однако в первые годы жизни эта связь еще хрупкая. Важнейшие отделы центральной и периферической нервной системы в основном сформированы, но функции коры головного мозга еще только продолжают развиваться. Поэтому мы часто слышим от детей истории, в которых они словно вспоминают свои прошлые жизни или рассказывают о каких-то совершенно необычных вещах. Но потом мы взрослеем, костенеем, наша нервная система закаляется, и мы перестаем слышать такие позывы из тонких планов. Из всего этого становится понятно, что наш мозг не является причиной сознания.
Сознание приходит от души, а мозг и нервная система — это лишь передатчики сознания. Судьба и парадоксы времени. Мы с вами еще не добрались до того, как душа возвращается обратно, но наш мозг уже горит, задаваясь злободневными и наболевшими вопросами. А каким таким образом можно увидеть всю нашу жизнь вплоть до деталей, если мы ее еще не прожили? То есть, раз нам показали тело, весь сценарий, по которому нам предстоит жить, то получается, что все это уже существует? И существует в законченном виде от начала и до конца? Значит, история моей жизни, других людей, история жизни всего человечества — все это уже расписано от корки до корки? Тем более, если мы даже можем выбирать любое время для воплощения. Это очень сложные для нашего понимания вопросы, и ответы на них в нашу логику никак не вписываются. Более того, в мире душ либо не дают эти ответы, либо я их неспроста забываю, когда возвращаюсь в тело. То есть, либо существует завеса тайны, так как, будучи в воплощении, нам этого лучше пока не знать, или же понять и осознать эту информацию можно только на уровне души, а наш мозг просто на это не способен. Поэтому приходится включать нашу человеческую логику и на основе опыта и знаний, которые мне были доступны, делать определенные выводы. Итак, как уже было сказано, время в мире душ и время в нашей реальности никак не связаны. Они существуют отдельно друг от друга. Между ними пропасть. Например, после смерти вы можете воплотиться уже на следующий день, но там перед этим вы пробудете 1000 лет. И я пришел к выводу, что наша реальность, наша физическая вселенная, которую я называю первым энергетическим уровнем, это законченная книга. Да, в ней прописаны все страницы, от начала и до конца, от рождения Вселенной и до самой последней точки ее существования. Или же, как сейчас популярно, ее можно представить в виде сложной программы, которая сама по себе статична. Как статична любая компьютерная игра, в которой время само по себе не течет. Но создается иллюзия этого, когда мы ее проходим. Также и на нашем уровне время — это всего лишь иллюзия. И когда мы воплощаемся, создается иллюзия течения времени жизни, от младенчества к старости. А на самом деле мы просто двигаемся внутри неподвижной программы. Из этого получается еще один интересный вывод. Если я, как личность, как тело, существую в этой программе, где все уже давно прописано, то получается, что тот путь, который я прошел, он остается. А тот, что впереди, он уже существует. То есть выходит, что любая другая душа может выбрать мою же жизнь и идти следом за мной. А я идти следом за другой душой. И мы проживаем одну и ту же жизнь с разницей, например, в секунду. Как я и говорил, это довольно сложно понять и уложить в логику нашего человеческого опыта. Но вернемся к мучающему нас вопросу, так есть ли все-таки судьба? Тут можно сказать так: и да, и нет. Время воплощения, страна, пол, родители, генетика — это, конечно, судьба. Сделать мы уже ничего не можем. Сюжет нашей жизни получается, что тоже судьба. Ведь мы его уже видели от начала до конца, и вот тут предстает удивительный и обнадеживающий нас факт. Дело в том, что когда мы идем сюда на воплощение, одна из главнейших задач, которая стоит перед душой, это изменить свою судьбу. Снова возникает парадокс, который трудно понять. Все прописано, все известно, но мы приходим сюда для того, чтобы это изменить.
Можно сказать, что когда мы приходим на воплощение, у нас имеется, скажем так, некий код, ключ, который способен менять эту программу изнутри. Снаружи ее изменить нельзя, а вот изнутри можно. То есть у нас есть два выбора. Самый простой – прожить жизнь без своего вмешательства, как говорится в поговорке, как нам на роду написано. Плыть по течению, не бороться с трудностями, и нельзя сказать, что для души это будет совсем неудачная жизнь. Для нее это тоже будет определенный опыт, но если мы хотим достичь для своей души лучших результатов, тогда мы должны вмешаться в судьбу и изменить ее. Возьмем, к примеру, такую губительную болезнь, как алкоголизм. Да, генетически человек к этому предрасположен. Плюс сложные жизненные перипетии. Можно не бороться с этим пристрастием и идти, а скорее даже ползти по этому разрушительному пути к скорой и болезненной смерти. Или, например, самоубийцы, которых жизнь поставила в такие обстоятельства, с которыми они не смогли справиться. Да, душа заранее знала, что должна уйти из жизни такими печальными способами. Так вот поэтому она и приходит, имея в наличии этот код, который позволяет человеку собраться, взять себя в руки и изменить сюжет написанного сценария. А изменить его можно кардинально. Уже из этих примеров понятно, что можно даже значительно сдвинуть момент своей смерти. Только ни в коем случае нельзя забывать, что все это работает, разумеется, и в обратную сторону. То есть свою судьбу можно и ухудшить, вплоть до преждевременной смерти. Поэтому не так важно, что было написано в сценарии. В каждый момент надо стараться быть осознанным хозяином своей судьбы. И вот среди душ в их мире считается высшим пилотажем, когда душа вмешивается в свой сценарий и меняет его к лучшему. Я не присутствовал при таких случаях, но, думается, по возвращении ее встречают бурными овациями. Но тогда возникает резонный вопрос. Если мы можем повлиять на свой сценарий, то как это отражается на судьбах других людей, которые связаны с нашим сценарием и у которых тоже есть свой сценарий? Победили свои личные трудности и изменили тем самым жизни всех окружающих нас людей? Сделали что-то глобальное и значительное в мире, и миллиарды сценариев затрещали по швам, а вся программа зависла? Чужие судьбы и правда поменяются. Меняя свой сценарий, мы создаем некие флуктуации других судеб, то есть колебания, отклонения, изменения. В принципе, мы даже можем сильно изменить ход истории. Но переживать за это не стоит, и программа тем более не зависнет. Дело в том, что все эти флуктуации через некоторое время возвращаются в норму. То есть мы встормошили эту книжку реальности, но после все буковки встанут на свои места. Когда я узнавал про срок затихания таких волн флуктуации, то пришел к выводу, что по земным меркам он длится максимум 200-300 лет, если произошло что-то значительное. Поэтому те души, которые будут идти следом за вами или даже впереди вас, все равно попадут в ту же самую реальность, которую вы прожили, и столкнутся с теми же трудностями и ситуациями, которые вы преодолели и изменили. Зачем мы все забываем? Теперь мы подробно разберем чрезвычайно актуальный и волнующий всех нас вопрос, а почему или зачем мы отказались от памяти о наших прошлых жизнях и жизни в мире душ. Сначала ответим про память о мире душ, где мы выбирали себе сценарий на воплощение. Ведь как было бы здорово знать все перипетии своей судьбы, думаем мы. Куда идти, где увернуться, где соломку подстелить. Но это обычный мелочный человеческий подход. А нужно понимать, зачем мы сюда приходим. Мы уже говорили, что душе нужно проработать здесь конкретные качества и недостатки. Это так. Но самое главное, мы приходим сюда для того, чтобы встряхнуть свою энергетику, потому что покой как бы усыпляет душу. А она не может стоять на месте. Вы можете провести между воплощениями хоть 1000 лет.
Но все равно подойдет момент, когда вы поймете, что ваша энергия начинает засыпать, что у вас происходит некое сужение, сжатие. И чтобы проснуться, вы захотите снова воплотиться. И это будет искреннее желание, а не навязанная обязанность. В мире душ вообще нет статичности. Можно либо деградировать, терять свою энергию, или наоборот, развиваться и уходить еще на более высокие уровни, которые мы, люди, даже не можем представить. Поэтому мы и приходим сюда, в этот сложный и часто жестокий мир, для того, чтобы высвободить и оживить свою энергию. Через стресс, боль, радость, горе, счастье, любовь. Через все эти вещи, которыми с избытком наполнен наш мир, энергия души раскрывается и начинает играть новыми красками. Это похоже на ядерную реакцию, когда один маленький протон выбивает из ядра другой, и начинается цепная реакция с высвобождением колоссальной энергии. В мире душ нет такого протона, который бы нас всколыхнул и запустил реакцию роста. Можно сказать, там слишком хорошо, приятно и легко. Но когда мы воплощаемся здесь, все чувства и эмоции, все, через что мы проходим, это и есть тот протон, который зажигает нашу энергию и дает нам толчок к развитию. И каждое воплощение повышает уровень нашей силы и мудрости. Но если мы будем помнить весь сценарий воплощения, все свои цели и задачи, то вся игра будет не настоящей и лишенной какого-то смысла и пользы для души. Ведь мы будем знать все правила, все входы и выходы, каждый поворот и тропинку. Как минимум, вам будет невероятно скучно. Но и это еще не все. Теперь представьте, что произойдет, если мы будем помнить все о мире душ. Помнить, как прекрасно мы жили, какие удивительные миры посещали, как чудесно общались в кругу родственных душ. Что с нами будет? Нам будет безумно тесно и некомфортно в нашем теле, будет просто невыносимо от сознания того, что мы заперли себя в эту клетку. И от понимания того, откуда мы пришли и что оставили, мы просто этого не вынесем. Ну как можно было отказаться от рая и прийти закрыть себя в холодной сырой комнате без окон и без дверей, где нельзя даже прилечь? Искушение выйти из игры будет очень сильным. По этим двум причинам все души намеренно и отказываются от памяти о себе и о своем доме. А теперь предположим, что мы будем помнить только свои прошлые жизни. То есть мир душ мы забыли, правила игры не знаем, искушения вернуться в милый дом нет. Так почему бы не помнить хотя бы их? Мы же набрали столько уникального опыта в прошлых воплощениях, а опыт — это всегда поддержка и полезное подспорье во всех ситуациях. Ну давайте представим, какими могли бы быть ваши прошлые жизни. Думаете, вы их великолепно прожили, не совершая ошибок? Были исключительно королями и принцессами, успешными, гениальными, богатыми и счастливыми личностями, которых все носили на руках? Вспомните для начала те неприятные вещи, которые случались в этой вашей жизни и о которых вы хотели бы забыть, которые хотели бы переиграть, если бы была такая возможность. А ведь даже всякие пустяки часто терзают нас годами или даже всю жизнь. А теперь вообразите, что вы помните потери всех ваших близких из прошлых жизней, все трагические и мерзкие случаи, все неудачи и страхи. Представьте, что с вами или родными творили невообразимо жуткие вещи. Или же вы проявляли невиданную жестокость к другим. Вас просто захлестнет чувствами боли и страдания, угрызениями совести, жаждой мести к потомкам людей из прошлых жизней. Мало того, что все это будет вмешиваться в вашу жизнь, в ваш сценарий, и вам уже будет не до собственного счастья. Вы просто и банально сойдете с ума. Ваша психика этого не выдержит. Вот поэтому наши души и закрывают себе доступ ко всей памяти на время воплощения. Даже во время внетелесных и регрессивных практиках, когда что-то мы все же узнаем и вспоминаем, нам никогда не откроют той информации, которая могла бы сильно нас пошатнуть и испортить игру под названием «жизнь».
А игра эта должна быть настоящей, по правилам, где все решения мы принимаем сами и по-настоящему, не основываясь на воспоминаниях, подсказках и помощи извне. Только в этом случае путь в воплощении будет полезен и эффективен для нашей души. Жизнь после смерти. И вот наш земной путь подошел к концу. Приходит время развоплощаться и возвращаться домой. То есть мы умираем. Конечно, практически для любого человека слово «смерть» вызывает печаль и страх. Но зато теперь мы с вами знаем, что ничего страшного в этом нет. Это лишь один из многих процессов, который проходит наша душа. И его можно подробно разобрать, поскольку, как и процесс воплощения, он тоже отвечает на много вопросов. Возвращение в мир душ также происходит не сразу, а в несколько этапов. Разделение. Первым этапом является разделение, когда душа отделяется от тела. Иногда душа этого даже не замечает. Такое, как правило, происходит при неожиданной смерти, например, во сне. А бывает, что душа категорически не согласна уходить и выражает этому протест. Например, у человека было все хорошо, были грандиозные планы на жизнь, и вдруг — смерть. Подобный очень интересный случай произошел пару лет назад. Молодой человек, 20 с лишним лет, лежал в больнице и уже готовился к выписке. Но вдруг случилось резкое осложнение, и его не удалось спасти. Так вот, сразу после этого, в течение нескольких дней в палате и ординаторской творился настоящий полтергейст. Прямо как это показывают в фильмах. Летали предметы, все падало из шкафов, двигалась мебель. Но работавшая там женщина-врач оказалась в теме и поняла, что это связано с умершим молодым человеком. И тогда она стала разговаривать с ним и читать ему мою книгу «Феномен сознания вне тела», где описываются вещи, про которые я сейчас рассказываю. И когда она прочитала почти всю книгу, душа, видимо, смирилась и поняла, что ничего страшного не произошло, и ее ждут дома. Так как после этого все прекратилось. Иногда душа не хочет уходить из-за сильных привязок к этому миру. Это не обязательно слава, власть и богатство. Бывают привязанность к природе, своему любимому делу, близким людям, и тогда душа остается здесь. Таким образом и появляются так называемые призраки. Это не фантазии и не выдумки, а действительно реально. Как такое возможно? Дело в том, что все в мире существует на вибрациях. Когда во внетелесных практиках мы повышаем вибрации, то разделяемся с телом, а когда понижаем, возвращаемся обратно. Но когда после смерти душа хочет вернуться в этот мир и начинает понижать вибрации, то оказывается, что ей просто некуда вернуться. Тело умерло. Вдобавок она еще может испытывать при этом какие-то негативные эмоции и воспоминания, а это тоже низкие вибрации. И в итоге она становится видимой в этом мире и может влиять на материю. Летают и загораются предметы, мы видим какие-то образы, но такие случаи — редкость. Обычно души понимают, что им нужно идти дальше. Принятие смерти. А дальше следует принятие факта смерти, смирение с ней. Для людей, которые не верили в загробную жизнь, разделение с телом и принятие этого факта вызывают шок и огромное удивление. Притом удивление приятное, все-таки есть жизнь после смерти. Если вы встретите такие души, пока они еще не вернулись к себе, то они просто закидают вас вопросами. Им хочется все и обо всем знать. Но для большинства людей факт смерти — это избавление от страданий.
Особенно это касается старых и тяжело больных людей. Есть примеры, когда людей возвращали после клинической смерти, и они рассказывали, как они не хотели этого. Они висели над своими телами и буквально кричали врачам, которые боролись с их телом за жизнь: «Не надо, не делайте этого». И вот когда произошло разделение и принятие факта смерти, происходит полное возвращение памяти. Но не о мире душ и прошлых жизнях, а об этой вашей жизни. Вы мгновенно вспоминаете абсолютно все, что с вами происходило. Даже все свои сны, раннее детство, потерянную память от травм. Когда люди возвращаются после клинической смерти и говорят, что перед глазами пронеслась вся жизнь, то они как раз испытывали этот опыт. Этап принятия факта смерти очень связан как с общим опытом души, так и с опытом умершего человека. Насколько он был духовным, насколько знал, что произойдет. Если для него смерть — это потрясение, то такого человека встречают родственные души. Они поддерживают его, объясняют, что будет происходить и куда нужно отправляться. А вот очень опытные души, коих не так много, в этом не нуждаются и пулей улетают домой. Им даже не нужен следующий этап. Прощание. Этот этап прощания. Как правило, все души проходят через него. Разделившись, душа еще продолжает оставаться в игре. К ней еще не вернулась память о том, почему она пришла сюда и что будет дальше. Для таких душ еще важна связь со своими близкими и родными. И они пытаются как-то заявить о себе, дать понять, что с ними все хорошо и не нужно за них переживать. К сожалению, большинство родных в подавленном состоянии и не способны их услышать. Но души делают все возможное для того, чтобы проститься и успокоиться. Этот этап длится примерно 10 дней. Возвращение домой. И вот, наконец, наступает момент возвращения домой, в мир душ. Но даже здесь все происходит не в одночасье, а по ступеням. Сперва душа встречается с кем-то из своих учителей, наставников. И происходит оценка, качество опыта, который душа получила в воплощении. Обсуждаются хорошие и плохие моменты, где можно было поступить по-другому, и другие, так скажем, впечатления от поездки, в нашем случае на Землю. Затем наступает как бы реабилитационный период, восстановление былой гармонии. Душа прожила в теле в любом случае непростую жизнь, даже если она не была очень тяжелой. Энергия души при этом не истощается и не исчезает, но все же несколько меняет свое качество и возникает дисбаланс. Поэтому происходит ее восстановление. Некоторые души описывают это как больницу, другие как соединение с источником света, энергии. Происходит слияние с некоторыми воспоминаниями и гармоничное выстраивание с третьим энергетическим уровнем – миром душ. Когда лечебные процедуры окончены, наступает последний и самый важный этап – слияние с высшим «Я». Объясню, что же такое высшее «Я», о котором говорят все вокруг, но которое никто не видел. Дело в том, что когда душа отправляется на воплощение, она уходит не целиком. Она выделяет из себя небольшую часть, примерно от 5 до 20%. А остальная, большая часть, остается в мире душ. Вот эта часть, которая остается, и называется высшее «Я». Изредка бывает, что душа отправляет на воплощение не одну, а сразу 2-3 своих части. Происходит это из-за сильного желания, которым горят все души, поскорее вернуться к источнику. А, допустим, прошлые воплощения были не особо успешные, они не пытались изменить судьбу. Плыли по течению, а потом возвращались с маленьким опытом, которого недостаточно для перехода на более высокий уровень. И вот когда все части воссоединяются, происходит полное восстановление всей памяти души, всех ее воплощений, всего опыта,
всей ее жизни в мире душ. В этот же момент приходит полное понимание, зачем нужно воплощаться и почему правила игры в нем настолько суровы. Становится ясно, что нельзя отсюда помогать тем, кто находится в воплощении, и вмешиваться в их судьбу, потому что таким образом полностью обесценится их опыт, их путь. Наша жизнь – полигон, платформа для тренировок, где все должно быть по-настоящему. Именно поэтому, когда наши родственники и друзья уходят из жизни, они не помогают нам. Иначе они бы оказали нам медвежью услугу. Более того, снаружи, оттуда, и невозможно изменить нашу жизнь. Код, ключ к этому есть только у нас. И менять реальность, свою судьбу, мы можем только сами, изнутри. Единственный, кто нам может помогать, это наше высшее «Я». Но это не капитальная помощь, за руку нас не остановят, события не поменяют, письмо с инструкциями не пришлют. Если мы сможем выстроить связь с высшим «Я», мы получаем легкие подсказки, а главное – подпитку энергии и вдохновения. Возникает желание жить, менять свою судьбу. Мир становится ярче и красивее. Поэтому очень важно, чтобы человек не выстраивал вокруг себя блоки, не желая никого и ничего слышать, и был открыт. Иначе высшее «Я» не сможет до него достучаться. После того, как душа стала целостной, она возвращается в свою родственную группу, в свой дом. И находится в мире душ столько времени, сколько ей понадобится, чтобы созреть для нового воплощения. И когда вы поймете, какие части вашей души, вашей энергии отстают и требуют проработки, вы искренне захотите вернуться. И тогда снова пройдете все от подготовки до возвращения домой. Весь этот длинный, сложный и очень самоотверженный путь. Путь к источнику. Недаром так популярны фразы про то, что вся наша жизнь – игра. Это действительно не лишено смысла. Вот только правила и законы в этой игре, ее квесты и задания очень сложно постичь. Очень много парадоксов, связанных с воплощением душ и устройством их мира. И пытаться их понять умом бесполезно. Наша логика тут не поможет. Мы лишь можем созерцать, получать опыт и знания, принимать их как данность и пытаться выстроить новое понимание, новую логику. Но чтобы вам было не так обидно, скажу, что даже в мире душ не до конца понимают глубину всего этого замысла, не до конца понимают, что есть источник. Когда я конкретно спрашивал, сколько еще уровней существует до источника, чтобы до него добраться, души мне ответили, что они этого не знают. Поэтому надо пользоваться случаем, что мы оказались на этом полигоне, в этой суровой игре. Мы имеем возможность пытаться постичь этот сложный замысел источника, что в любом случае будет нас сильно развивать и подталкивать к духовному росту. Ведь мы уже приобрели 3 фундаментальных и важнейших знания. Первое. Смерти как таковой нет. Ее не нужно бояться. Смерть – это всего лишь этап нашего возвращения домой. Второе. Мы можем менять свою судьбу, вмешиваясь в тот алгоритм, который был прописан для нашей жизни. Третье. Мы все части великого источника, на путь к которому мы уже встали и обязательно до него дойдем. И на этом пути мы не одиноки. Мы все по нему идем. Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Щербаков, и закончить фильм я бы хотел своим собственным голосом, поблагодарив всех тех, кто принял участие в создании фильма и его озвучивании. А также я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вся та информация, которую сегодня вы слышали, о душе, о смыслах воплощений, о сложных вопросах времени, все это невозможно постичь логикой, человеческой логикой. Дело в том, что у человеческой логики недостаточно опыта
недостаточно знаний, чтобы всю эту информацию профильтровать и разложить по полочкам. Постичь все это можно через свое сердце, через душу, через интуицию. Также можно использовать свой личный опыт, свою практику, например, внетелесного опыта. Да, для того, чтобы овладеть внетелесной практикой, нужно потратить достаточно много времени, для того, чтобы практика стала успешной, объективной, но это возможно. Вы также можете использовать регрессивный поиск, для того, чтобы исследовать свои прошлые воплощения, жизни между жизнями. И все это поможет вам постичь, понять и получить ответы. И, конечно же, мы ждем от вас пожеланий, какие темы вы хотели бы, чтобы мы дальше развивали и снимали вот подобные фильмы в подобных форматах в дальнейшем. И, конечно же, наше общение на этом не заканчивается. Мы с вами множество раз еще будем встречаться и на ТВ Экстра, и в Центре пробуждения. До скорой встречи. До свидания.